Доброе утро, 15 мая. Идем с младшей дочерью на Убан. У нее сегодня термин. Едем в Ганновер. Какую интересную штуку увидел на столбе по дороге. Обычно здесь на столбах клеют фанатские всякие наклейки, типа там клубы футбольные и так далее. А это прям вот такая фигня. Дроны, война, остановка войны, Бундесвер. А что такое Абшафен? Надо будет почитать. Прикольно. В общем, я отец года сегодня. Первый раз везу дочку в больницу. Ну и вообще куда-то по делам, типа младшую. Старшая со мной жила немного в Украине, поэтому я с ней мотался, а с младшенькой первый раз. И уже я попал на Макдональдс, на всякие еще там эти прогулки, покупки. В общем, разводят по полной меня. После обеда пошел на небольшую прогулку. Опять вот под этот мост заперся. Еще дурачок залазил не оттуда с входа, а вот сюда полез, короче, типа так по полю, там трава чуть примята, кто-то так уже ходил. Ну, я вот сюда щеманулся и забыл снять с наконечников асфальтные эти каблучки. И, короче, в траве один потерял. Еле-еле нашел, там весь в крапиве пожалился. Короче, дурачок еще тот. Ой, мама мия. В общем, сейчас по плану десяточку сделать. Я с небольшим рюкзаком вышел. Со своим андером спортивным. Что-то там около 5 килограмм в него грузанул. Ну, это вместе с рюкзаком, я думаю, не тяжелее. Вот такой вот рюкзак. Без поясной разгрузки. Вот. И хочу еще, пока помню, за вчера сказать, что вчера у меня было с рюкзаком, когда я вечером шел. Блин, ветер сильный, не знаю, слышно что-то? Ух, вообще именно жесть. Так, а ну как-то попробую спрятаться. Да, в общем, шел вчера с тафеля с рюкзаком, домой пришел и взвесил его. Вышло 10 килограмм 400 грамм. И что-то так я замахался, шел я с ним всего лишь 5 км с груженным. До этого столько же, но с пустым. Получается, у меня как-то неудобно мне было его нести. Вот хоть и была эта разгрузка на пояс, но я так и не вдуплил, как с ней правильно ходить. То есть рюкзак довольно был объемный и тяжелый, да, ну там десятка. Для меня это тяжело, короче, непривычно. И получается, я его одел, как мне удобно, по спине, то есть довольно высоко. Ну и вот эта поясная лямка, она у меня была, выходит на... Блин, ужас. Даже не знаю, как так держать, чтобы... Поясная лямка была на высоте, ну, выше пупа. Короче, не знаю, что там она разгружала, на что, на живот, что ли. Я попробовал, опустил ниже, чтобы рюкзак лежал на пояснице и чуть выше пояса была эта лямка. Тогда вроде как-то поприкольнее было идти, но все равно этот рюкзак что-то мне давил, эти плечи тоже давили. На груди ремешка у меня нету, я его снял, не помню, куда положил. Ну, в общем, я так что-то разочаровался в этой движухе. Думаю, блин, надо все-таки, наверное, сейчас купить рюкзак какой-то и начинать ходить уже с тем, с которым планирую идти, а не с какими попало, какие есть дома. В общем, не знаю, сегодня вышел с этим андером, ну, потому что вес маленький, что было, схватил, как бы, и пошел. Там накидал какой-то вообще туда крупы, там, ну, что по шкафчикам нашел, там спальный мешок свой старый положил, тоже он там весит около 1,7. Ладно, передохнул, попил водички, пошел дальше. Оказывается, тут вот так вот речка протекает. Вот он мост, вон он там дальше продолжается, а под ним течет речушка. Ну или как, река, наверное. Это не речушка, довольно она бурная, я бы сказал. Шикарный вид. Надо сделать фото. Да, классно. Ну туда спускаться стрёмно, можно покатиться. Ближе к воде не выйдет, разве что там, вот дальше бережок вижу какой-то, попробую сейчас туда. Эх, мне с погодой везет, да, все эти дни. Сегодня 15 число, снимаю, получается, 15-й день дневник, и все время у меня фотки я ставлю на заставке, то, что в тот день, ну, какую фотографию делал. И все время мне с погодой везет, практически там 1 или 2 дня, так чуть пасмурно было.
А так вообще огонь. И интересно получилось, так вчера я фоткал в одном и том же месте, вот 14 было и 7 я точно там же сфотографировал, только, ну, чуть-чуть, может, другой ракурс. Я такой удивился, думаю, как так, а что, одинаковые фотки, смотри, действительно. Ну, так получилось, что с разницей в 1 неделю я побывал там и сделал 2 одинаковые фотки практически. Поэтому так выходит. Эх, я все-таки забрался куда-то через крапиву, опять полез вон на железный тот штырчак, стал, сюда запрыгнул. Как теперь назад вылезать? Вопрос. Сейчас хочу туда к низу спуститься. Не знаю, палки, конечно, помогут в этом деле. Ну, стоит лезть, не стоит. Раньше времени ушатаюсь. Кстати, сюда хотел парочку красивых кадров попробовать снять. Так, чтобы мост был не очень виден. Ладно, немного перекурю и буду возвращаться назад. Так, я, кажется, идентифицировал одного графитчика. Бесер. А там вот, за этой колонной, опа, что мы видим? Бесричук. Бесричук. Не знаю я такой украинской фамилии, но что-то ж похожее, правильно? Бесричук. Так, это что-то ганноверские приколы всякие. Угу. Да. Чует мое сердце. Ага, а вон еще Чукобесер. Точно наш, блин, брат. Такие приколы мне как-то это интуитивно понятны и знакомы. Попахивает, блин, славянским духом. Бесричук. Да. Вот такие художники, ё-моё. Офигеть, короче, я наблатыкался ходить на этих палках. Я сейчас посмотрел статистику, 5 км я прошел, чуть больше. И у меня есть 1 километр 8,52. Это прям супер. У меня такого времени редко когда... Ну, не то чтобы я сильно старался, конечно, но тем не менее из 9 минут я выхожу, когда прям быстро иду. А тут я вроде и сильно не газовал, но тем не менее есть километр 9 минут, есть вот это 8,52. Вообще огонь. С 5-килограммовым рюкзаком. Да, неплохо. Уже привык. Действительно, палки, конечно, выручают. Совсем другие ощущения. Вчера вот эти 22 километра я как бы вообще не почувствовал. С утра сегодня зарядку делал, все как всегда. Ну, там чуть-чуть где-то что-то, там поясница, вот такое. Ну, и то, я думаю, из-за того рюкзака, который я протащил. Блин, я очень доволен. Палки тема. Тоже вид красивый. Небо просто. Оно еще телефон, наверное, голубого добавляет. Ну, красота. Так, ладно, пошел назад. Присел я передохнуть. И хочу зафиксировать такой момент. Вчера начал заводить новый ритуал вечерний перед сном, если быть точным делать. Значит, я вот говорил пару раз про планирование, таймпланер и все такое. В общем, решил я каждый вечер перед сном, после того, как я полистаю Telegram, а это сейчас мой ежевечерний ритуал, уже, наверное, не первый год. Это из плохих привычек, скажем так. То есть я обязательно перед тем, как лечь спать, беру и читаю там последние новости, все такое. Вот. А сейчас я хочу после этого плохого ритуала делать хороший. Планировать этот самый таймпланер на следующий день как минимум. Вот. Вчера попробовал, но получилось так себе, как бы то, что знал. Там буквально 3 каких-то миссии на сегодня я записал, но не более того. Ну, дай бог, пойдет оно более продуктивно дальше. В общем, с вчерашнего дня я буду это делать. Специально говорю публично, чтобы заднюю не включать. Я вчера, когда записывал, посмотрел,
сколько раз я до этого сделал за последние там пару недель. И вышло что-то там 2 или 3 раза. Ну, в общем, я как бы на словах Лев Толстой, а по факту не очень. Ну вот. А очень важно это делать. Почему? Потому что у меня планов куча, и все они такие как бы весьма серьезные, но если не соблюдать тайминг по ним, то будет беда. То есть покупки те же, вот на сегодняшний момент у меня куплено только палки и все. За дрон я вел переписку, тоже где-то упоминал в блоге, но это все закончилось ничем. Человечек продал этот дрон, и я у него там не сторговал ту сумму, которая для меня была критической, то есть за сколько я готов был купить, он все-таки не уступил, там зажал полтинник лишний. И вышло так, что когда я уже написал ему, что типа ладно, мол, если что, я подумаю, то он уже говорит, я как раз сегодня типа продал. Ну, благополучно его поздравил с этой продажей и все, и забыл. Там с ним ситуация такая была, что дрон довольно дорогой сам по себе, и он от новой цены буквально давал там скидку максимум 20%, хотя он как бы уже у него там ну, около полгода или, хотя нет, месяца 4, ну, налета там полчаса. Ну, то есть, я так понимаю, есть и получше предложения на рынке, и сильно объемный пакет. Короче, я за него не держался. Вот. Поэтому покупок куча, всяких дел, планирования и так далее огромная куча, потому как это все так пока в голове держишь, вроде бы оно, ну что там, типа туда-сюда, раз там переход до первой ночевки, переход до второй ночевки, то, что я посмотрел на One Night Tent, вроде все ясно. А потом, когда начинаешь детально это все ковыряться, как идти, так, чтобы и красиво было, и не по асфальту, в общем, ну, начинаются нюансы вылезать. Вот, поэтому нужно как-то каждый день делать какой-то определенный кусок работы. Ну вот, я этот ритуал и введу. Еще из интересного, сегодня звонил одногруппник мой, удивил меня весьма, когда мы с Малой ездили в Праксис, возвращались, уже как раз в Убане сидели, делать было нечего, и он набрал. В общем, спрашивал за B2, то есть я-то в шутку всем наморосил, что все, я иду на B2, потом там Аусбиль, ну туда-сюда, ну как бы, ну я-то сам не знаю, в шутку это или нет, то есть я, наверное, буду все-таки оператора просить, да, давайте мне там B2, курсы предпринимателя и все дела, потому что, ну, как бы, а что мне делать, мне сейчас надо этот мой Якобсвег как-то двигать, и ничего серьезного я там делать не собираюсь. Я так понимаю, что эти курсы, даже если мне одобрят, их еще попробуй найди, этот B2, в общем, если он стартанет, то неизвестно когда. Дай бог я успею совершить маршрут этот свой, закрыть, вот. Ну и что-то мы с ним разговорились, и довольно интересный оказался он человек. Мы так сильно никогда на курсах близко не общались. Да, я вообще, в принципе, ни с кем не общаюсь. Ну вот, там у него богатый опыт рабочий. И что хочу сказать, из-за чего как бы я его упомянул, что он дал мне такую информацию. Мол, узнавал у каких-то знакомых хороших, которые здесь давно работают и так далее. По поводу, типа, что делать дальше, советовался. Ну, они ему сказали, конечно, B2, там по максимуму, сколько можешь учиться, учись. Но вот это вот как бы простую, понятную всем мысли. Ну вот. И он тоже такой загорелся. В общем, говорит, маякни, вдруг найдешь там курсы туда-сюда. Вот. Но он хотел стартовать работать. Но пощупал всякие работы, поузнавал, что к чему. И зарплаты там, ну, просто его шокировали. Он говорит, там полторушка, ну, там чуть больше 1600, типа, на руки. Это вот с вычетом всех этих, ну, короче, минималка, грубо говоря. Говорит, нам ничего не светит. В общем, прозрел друг, наконец-то. Я-то особо никогда в это не вникал, то есть я работать и не собирался, можно сказать, здесь. Ну, буквально там первое время там еще что-то были, какие-то мысли. Но как только начал серьезно это все задумываться, слушать себя, то я понял, что ну какая работа, я уже 15 лет ни на кого не работал. Это максимум, если я где-то в своем там каком-то самозанятости, наверное, буду работать, либо же какая-то, ну, прям чисто механическая, дабы я числился, это если я решу остаться в Германии, там, ну, условный какой-то Amazon, где я буду отрабатывать физически руками, чтобы у меня голова была свободна, я там буду что-то слушать себе, какие-то аудиокниги там, или, в общем, какие-то подкасты полезные, и потом в свободное время двигать там свою какую-то тему. Вот это максимум, что я, до чего я додумался в конце концов. Это если мне придется работать, и я все-таки решу остаться в Германии. Вот так вот.
ну, вернее, на обратная последовательность, если я решу остаться в Германии, и для этого нужно будет работать, вот так правильно сказать, тогда я что-то для себя такое рассматривал. Минимальное какое-то трудовое участие где-то, лишь бы была свободна голова, то есть максимум там руками работаю, и так, чтобы здоровье не сорвать, и остальное время посвящаю там своей движухе. Есть у меня пара идей. Вот. Ну и он такой что-то тоже за эти зарплаты разорился. Говорит, для меня главное самое это типа зарплата, то есть ее размер. Он как не сильно там, можно сказать, женат, так, живет с девушкой в гражданском браке, я так понимаю, вот, и как бы тоже у них не все ладно, ну, можно сказать, одинокий уже потенциально. Вот, но хочет очень много денег зарабатывать. И я, конечно, им по-доброму здесь завидую, потому как у меня с деньгами вообще отвратительные отношения. Я не могу себя заставить их хотеть там в каких-то огромных количествах. То есть, в общем, это проблема. Как-нибудь надо будет подумать, почему это так происходит. И как-то тоже, если сформируются мысли глобальные, я тоже об этом расскажу. Там я об алкоголизме надо поговорить и о деньгах. В общем, все интересные темы еще впереди. Ладно, пойду домой. Маршрут мой закончен почти. До завтра.